Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Испечем очень вкусный домашний торт с необычным кремом и кокосовым ароматом. Готовится он несложно, получается нежный, сочный, пропитанный. Такой тортик украсит собой любое ваше торжество. И к домашнему чаепитию это то, что нужно. В описании под видео указано количество ингредиентов. Приготовлю ананасовый крем. В миску выкладываю половину банки консервированных ананасов. У меня стандартная большая банка 560 граммов. Сюда добавляю сахар, кукурузный крахмал и вбиваю одно яйцо. Погружным блендером все взбиваю в однородную массу. Перетираю эту массу через сито. Делать это удобно при помощи силиконовой лопатки. Все, что остается в сите, я убираю, это нам не нужно. Добавляю сюда молоко, перемешиваю и ставлю на плиту. Довожу до кипения, огонь уменьшаю и при постоянном помешивании варю до загустения. Кладу сюда сливочное масло, перемешиваю, чтобы масло полностью растаяло. И вот такой вот ананасовый крем готов. Нужно его накрыть пищевой пленкой в контакт и полностью охладить. Приготовлю бисквит. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю сахар, ванильный сахар. И все взбиваю до пышной светлой массы. Вливаю сюда молоко комнатной температуры и растительное масло без запаха. И на небольших оборотах перемешиваю. В сито всыпаю муку, смешиваю с разрыхлителем и просеиваю в чашу миксера. Замешиваю тесто силиконовой лопаткой аккуратно снизу вверх, чтобы масса не осела. Долго не вымешиваем. В конце добавляю сюда кокосовую стружку и снова уверенными движениями перемешиваю. Вот такое тесто получается. Выпекать буду в разъемной круглой форме. Застилаю ее пергаментом. Дно и бока тоже. Духовка к этому времени у меня разогрета на 180 градусов. Выливаю сюда все бисквитное тесто и выпекаю в хорошо разогретой духовке 35 минут. Бисквит готов. Даю ему немножко остыть в форме. Затем убираю ее, снимаю пергамент. Перекладываю бисквит на решетку и полностью остужаю. Готовлю сливочный крем. В миску я вливаю холодные жирные сливки 33%. Добавляю сахарную пудру. И взбиваю миксером до пышной однородной массы, плотной и воздушной. Сюда добавляю кокосовую стружку и еще взбиваю, чтобы она хорошо вмешалась в крем. Также добавляю сюда в конце жирную сметану и еще немного взбиваю. Вот такой крем получается. Его нужно поставить в холодильник, и он станет более плотным. Бисквит у меня полностью остыл. Я его разрезаю на 3 коржа. Вот такая пористая воздушная структура у него получается. Крем хорошо остыл, я его перемешиваю и перекладываю в кондитерский мешок. И сливочный крем тоже. Собираю торт. На дно подноса наношу немного крема, выкладываю первый корж, пропитываю его ананасовым соком, который у меня остался от ананасов. И наношу сливочным кремом вот такие вот круги, отсаживаю на расстояние.
В середину круга одного, второго и третьего выкладываю консервированные ананасы, которые у меня остались, половина банки. Они у меня порезаны уже кусочками. Если у вас кольцами, то, конечно же, нужно порезать. Далее сверху ананасов я отсаживаю ананасовый крем. Накрываю вторым коржом и пропитываю ананасовым соком. Снова наношу круги. В центр выкладываю ананасы. Сверху на ананасы отсаживаю ананасовый крем. И накрываю оставшимся коржом. Для того, чтобы верх торта был ровный, я оставила низ коржа самый ровный, чтобы вот так вот смотрелось красиво. Тоже пропитываю ананасовым соком. Верх и бока торта покрываю кокосовым кремом. Разравниваю силиконовой лопаткой. И сверху также я еще посыпаю кокосовой стружкой. И из оставшегося крема делаю вот такие вот небольшие украшения. Ставлю торт в холодильник на несколько часов. Вот такой тортик, друзья, у меня получился. Очень нежный, сочный, пропитанный бисквит, вкуснейший крем и один, и второй. Удачное сочетание, кокосовый аромат, ананасовый. Друзья, обязательно выпекайте, этот тортик вас не разочарует. Готовится он несложно. И вообще любая домашняя выпечка в 100 раз лучше магазинной. Поэтому рекомендую вам приготовить и порадовать своих родных и близких. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Если будете готовить, оставьте, пожалуйста, комментарий, поддержите меня лайком, смотрите другие мои видео и делитесь с друзьями. Желаю вам мира и добра. Подписывайтесь на канал.